Акулы-няньки считаются наиболее дружественными для людей среди всех акул. Люди, которые ведут себя небрежно с ними, рискуют получить серьезные травмы. Акулы-няньки могут дышать под водой, не передвигаясь. Используя ротовые мышцы для активного всасывания воды, так называемое щечное нагнетание, они могут снабжать кислородом жабры, не прибегая к плаванию. Никто не знает, почему их стали называть акулами-няньками, но возможно это связано с их методом кормления на основе всасывания, что моряком напоминало грудных младенцев, сосущих молоко у своих матерей. Нападение акул-нянек на людей. Дайвер Дэйв Мариал хорошо знал усатых нянек и предлагал своей группе дайверов поплавать среди этих прекрасных морских животных, наиболее терпимых к обществу людей. Он не раз целовал их, как правило, в белое брюхо, но в этот день он решил поэкспериментировать, поцеловать в губы. Несколько раз ему это удавалось, но в этот раз он перевернул одну акулу брюхом кверху и поцеловал. Акула укусила его за верхнюю губу. Ему повезло, что это была акула-нянька, зубы у которой отличаются от других акул, и то, что она практически сразу отпустила его. Но его пришлось срочно отвезти в больницу, где ему наложили 285 швов. Губу ему сохранили, так что практически не видно рубцов. В конце мая 2018 года Мелисса Брининг и ее друзья решили покормить акул-нянек с лодки в заливе Дюгонь в Австралии. Мелисса была последней, которая отважилась это сделать, только вот она решила кормить их с руки. И когда она это сделала, одна из подплывших акул-нянек схватила ее за палец и пыталась утащить в воду, но через несколько секунд отпустила. Девушка боялась смотреть на свой палец, поскольку думала, что его попросту нет. Она решила, что залечит рану самостоятельно, но когда вернулась в австралийский Перт и встретилась с врачом, выяснилось, что у нее глубокая инфекция, разорвана мышца и сломана кость. Но потом была операция, и она стала поправляться. Позже она сообщила, это не нападение акулы, это просто блондинка, делающая глупость. Аналогичный инцидент произошел в июне 2018 года, когда 19-летняя модель Катарина Заруцки со своим бойфрендом и его семьей в районе Багамских островов заметила людей, ныряющих с маской и трубкой и контактирующих с акулами-няньками. Несмотря на беспокойство родственников, она захотела оказаться в воде, чтобы сделать несколько фото с акулами. Через несколько минут позирований местный житель на пирсе посоветовал ей лечь и поплавать в воде. Тогда люди начали меня снимать, когда я лежала. Через несколько секунд меня потянуло вниз, сказала она. Акула держала ее под водой в течение нескольких секунд, после чего ей удалось высвободить запястье из ее челюстей. Фотографии показывают, что она инстинктивно закрыла рану и подняла руку, чтобы остановить распространение крови в воде. Катарине пришлось наложить швы и принимать антибиотики. И последний случай, который произошел совсем недавно в США. 13 сентября на пляже Дженсен парень вышел из воды, держа в руках небольшую акулу-няньку, которая укусила его за руку и не отпускала. Прибывшие спасатели в течение нескольких минут пытались отцепить акулу от руки мужчины, использовав спирт, который они заливали в рот животного. Власти сообщили, что парню оказали помощь на пляже, и его травмы не были серьезными, поэтому госпитализация не потребовалась. В конце концов, акулу отпустили обратно в океан. Однако некоторые люди обвинили парня в том, что он разозлил акулу. Джереми Портер, снявший видео, написал в Facebook: «Пожалуйста, знайте, эта акула не преследовала этого парня. Это парень схватил акулу, и акула укусила его. Надеюсь, он усвоил урок». Нападения акул-нянек редки, но они, конечно, происходят, и обычно в этом виноваты люди. В сети можно найти видео с аквалангистами, которые обнимают, хватают или гладят диких акул-нянек. Обычно усатые акулы-няньки кусают людей, когда те пытаются прокатиться на них верхом, хватают их, бьют или случайно наступают на них, переходя в воду вброд. Молодые акулы чаще разворачиваются и кусаются, чем взрослые, которые более склонны к бегству. Несмотря на маленькие зубы, мощные челюсти усатых акул-нянек действуют подобно тискам и способны нанести травму. Укус акулы-няньки один из худших, потому что ее зубы похожи на терку с каждой стороны.
Когда они нападают на человека, это как пылесос. Они оставляют вогнутую дыру, где они превратили плоть в гамбургер, сказал Джордж Берчас, бывший директор международной базы данных нападения акул. На этом все об акулах-няньках. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.